Пациент 54 лет планово обратился за проведением КТ головного мозга. Пациент перенес тяжелую черепно-мозговую травму, 5 лет назад, оперирован, была пластика дефекта чешуи лобной кости. Сейчас беспокоит ликворорея, истечение ликвора через носовые ходы. Проведено МСКД-исследование головного мозга. При анализе данных использованы аксиальные, сагитальные и корональные срезы, мультипланарные и объемные реформации. Получено изображение и супратенториальных структур головного мозга. Обращает на себя внимание костный дефект чешуи лобной кости размером 105 на 70 мм, прикрытый перфорированной пластиной, предположительно из костного цемента. Между пластиной и оболочками мозга определяется скопление жидкости, плотностью плюс 25 плюс 33 Хаунсфилда и пузырь газа размером 51 на 42 на 10 мм. Отмечается дефект стенки правой лобной пазухи шириной 2-3 мм, сообщающийся с описываемым выше пространством. Справа определяется утолщение подкожно-жировой клетчатки до 15 мм в области чешуи лобной кости и височной кости на протяжении 130 на 90 мм. Плотность жирового включения минус 80, 103 Хаунсфилда. В прилегающих отделах лобных долей и передних отделах височных долей, кистозно-глиозные изменения. Над сошняком визуализируется включение металлической плотности размером 13 на 8 на 7 мм. Область турецкого седла не изменена. Цистерны основания мозга не расширены. Срединные структуры мозга не смещены. Желудочковая система мозга, третий желудочек до 11 мм. Боковые желудочки расширены, правый 12 мм, левый 18 мм. Миндалины мозжечка на уровне затылочного отверстия. Субарахноидальные пространства и борозды мозга умеренно расширены. Слуховые проходы проходимы с обоих сторон, симметричны. Пневматизация гайморовых пазух, клеток решетчатого лабиринта и основной пазухи сохранена, патологические включения в них не выявлены. В лобной пазухе справа небольшое количество жидкости. Заключение: КТ-картина посттравматических, постоперационных изменений. Пневмогидроцефалия, дефект стенки правой лобной пазухи. Пациент вернется к нейрохирургу для решения вопроса о дальнейшем лечении.